эфире канал «Частное мнение русского немца». Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. Я приветствую вас на моем канале «Частное мнение русского немца». Сегодня поговорим о Мирке. Она выпустила стрим, и об этом стриме мы сегодня поговорим. Ну а в первых минутах этого ролика я хочу вас попросить, чтобы вы подписались, поставили лайк, написали комментарий, поделились этим роликом. Но если вы все это сделали, не забудьте еще нажать на колокольчик. Ну а если вы нажали на колокольчик, то захайпите это видео. Заходите на канал Fuchs aus Deutschland. Она тоже разоблачает всех этих перебежчиков. А также на канал «Самое важное» с Эрихом Вайсом. Он тоже очень интересно рассказывает про жизнь в Германии и про перебежчиков. И вот я начал смотреть этот стрим от Мирки. И что я заметил в этом стриме? Мирка очень часто говорит: мы вне политики. Мы не следим за политикой. Нам это не интересно. И так все понятно. Да, это получается, что это ключевая фраза. В любой публичной речи мы вне политики. Это уже политическое заявление. Как я это знаю. Отказ обсуждать форма согласия с тем, что происходит. Мягкая форма лояльности. Если не споришь, значит все устраивает. Да, и вот так у всех перебежчиков. Они всегда говорят: мы вне политики. Возьмите вот Татьяну Алексееву. Она тоже говорит: я про политику ничего не говорю. Я не вмешиваюсь в политику. Ну вот, смотрю я дальше этот стрим. И удивляюсь, когда он начинает рассказывать, что у них дела очень быстро решаются. Почему у них быстро дела решаются? Да потому что они всех знают. И администрацию, и школу, и соцзащиту. Все решается быстро. Все свои. И я могу только сказать из всего этого, что она тут сейчас рассказала, что это бытовая гордость, но по сути описание управляющей модели власти. Мир показан как маленькое государство по знакомству. Это главное не закон, а личные связи. Такая картина мира делает коррупцию и неформальность не проблемой, а естественным порядком вещей. Теплый уют заменяет идею справедливости. И вот я теперь вас всех хочу спросить, людей, которые приехали из Советского Союза, из России, из Казахстана, ну и которые живут теперь уже в Германии столько лет, вам не напоминает о чем-то все вот это? Я думаю, да. Мне, например, напоминает это СССР. Ну а теперь я еще раз хочу поговорить про донаты. У них всегда стоят данные, куда надо перечислять деньги. И вот они говорят: мы не собираем ни на машину, мы не собираем ни для нас. Мы этого всего не делаем. Но если вы хотите нам что-то подарить, или прислать, или еще что-то, то делайте. Ну и потом в комментариях, если вы смотрите, например, вот эти лайв-комментарии, выскакивают всегда 1-2 комментария, и там говорят в этих комментариях: давайте поможем этой семье, давайте перечислим этой семье, давайте сделаем, давайте этой семье. Только не присылайте какие-нибудь вещи, а присылайте деньги. Потому что вещей хватает. Присылайте деньги, помогайте этой семье. Ну и потом стала Мирка рассказывать про родину. Да, вот это интересно. Она говорит: родина там, где комфортно. И говорит: нам здесь комфортно. Я могу с этим согласиться. Да, она тут права. Но опять же,
надо когда-нибудь решиться и сказать, где твоя настоящая родина. Но Мирка, мне кажется, она никогда это не сделает. И я могу только одно сказать. Они из-за удобств, что они смогут куда-нибудь еще раз перебежать и не оставаться на своей так называемой родине России, что они оттуда смогут еще раз перебежать куда-нибудь, они оставляют за собой немецкие паспорта. А почему они оставляют немецкие паспорта? Ну это совсем просто, потому что с немецким паспортом они смогут и всегда куда-нибудь поехать. Правильно мне в комментариях написали, что жалко эту свекровь Миркину, которой приходится теперь каждые 3 месяца ездить в Германию и брать эти евро, свою пенсию, чтобы Мирка с Женькой могли нормально жить. Ну и дети могли нормально жить. Потому что на деньги, которые они там зарабатывают со своим ютубом и со своей рекламой на Телеграме, мне кажется, они такую большую семью в России не прокормят. И вот можно теперь сказать, что бы они все вот эти перебежчики делали без Германии, без этих денег, которые они получают из Германии, от своих родственников, от Ютуба или еще каким-нибудь макаром они эти деньги получают. Вот что бы они делали без этой Европы, без этого Запада, что бы они делали? Вот напишите в комментариях ваше мнение. Ну а теперь поговорим про губернатора Белгородской области. Вы знаете, это всегда так. Кому-то губернатор нравится, кому-то нет. Всем не угодишь. Это бытовая формула. Но за ней отказ от критики власти как явления. Государственная политика превращается в категорию вкуса, а не ответственности. Тем самым зрителю внушает: главное, чтобы лично тебе было нормально, а все остальное не важно. Ну а следующее из всего этого разговора я понял. Мирка хочет нам сказать: не стремитесь к лучшему, не сравнивайте, не ищите перемен. Стабильность и привычка подаются как главные ценности у Мирки. Это и есть суть пропаганды в форме семейного блока. Убедить зрителя, что покой важнее, чем развитие. Я еще хочу добавить, Мирка хочет нам сказать этим всем, что люди, оставайтесь на том же уровне и не идите против власти. Ну и следующий лозунг Мирки, мол, мы выбрали Россию. Мы хотим жить в России. И теперь я могу одно сказать. В открытой форме лозунгов нет, но в подаче звучит все убеждение, что выбор сделан по сердцу, а значит правильный. Здесь не нужно политического обоснования, достаточно эмоций. Так строится идентичность через ощущения, а не через факты. Пропаганда становится не идеологией, а чувством принадлежности. Ну и, конечно, в конце я хочу сказать. Это видео не кричит, не агитирует, не ругает врагов. Они просто разговаривают, но именно поэтому действуют сильнее. Потому что человеческое лицо убеждает лучше плаката. Это новая форма идеологической работы. Привычный уют, в котором зрителя учат не задавать вопросов. И вот я смотрю вот это все и слушаю, что Мирка рассказывает, и я понимаю одно. Пропаганда сегодня не говорит «верь в государство». Она говорит «будь доволен». И если ты доволен, значит все идет как надо. Вот так незаметно мирный семейный блок превращается в инструмент идеологической тишины. Ну а теперь я вам расскажу, какая у нас сегодня температура. А у нас сегодня не тепло, у нас сегодня дождик идет, у нас сегодня где-то плюс 9 градусов. Да, не очень хорошо.
Ну и конечно, если ты возьмешь зонтик и пойдешь на улицу, то ты не промокнешь. И ноги твои тоже не промокнут так сильно. Потому что в Германии есть ливневки, и они работают. И нету луж на дорогах, как в Калининграде. Вот есть такой блогер, который рассказал, что в Калининграде все как-то лучше сделано, а в Германии нет. Ну вот я могу только одно сказать. В Германии намного лучше сделано, чем в какой-нибудь другой стране. Я знаю. Вам этот ролик понравился, поэтому поставьте лайк, напишите комментарий, поделитесь этим роликом. Ну и не забудьте нажать на колокольчик, но если вы все это сделали, не забудьте еще захайпить это видео. Ну а теперь по старой традиции, auf Wiedersehen и до свидания, мои любимые подписчики, зрители моего канала.